Всем привет, друзья! Я рад приветствовать вас на своем канале Канифоль. Сегодня я хочу поговорить о том, как я снимаю своей новой камерой DJI Pocket 2. То есть вот этой камерой. Во время эксплуатации в течение нескольких месяцев я понял, что всегда снимать на вытянутой руке неудобно, ходить с вытянутой рукой. И, угол захвата за спиной получается маленький. Я решил использовать селфи-палку. Поначалу я взял для использования селфи-палку обычную от телефона производства Huawei. Эта камера, в нее в принципе неплохо вставала вот сюда в рога. И, в общем-то, все было хорошо бы, если бы вдруг, я ее закреплял вот таким вот образом, и она достаточно неплохо держалась, можно было регулировать наклон, все снимать. Селфи-палка выдвигалась на 90, ну нет, на 60 или на 50 сантиметров. Все хорошо. Но столкнулся с таким неприятным параметром. Когда палка разложена, захват, в общем-то, сзади и угол отличный, все хорошо. Но очень плохо видно на этом вот маленьком экранчике, куда смотрит сама камера. Я столкнулся с тем, что камера вроде бы как смотрит на меня, а на самом деле снимает меня вот в таком вот параметре. И я еду, думаю, что снимаю, комментирую, а снимаю только свое пузо. Вот такое вот неудобство. Полазив по глубинам интернета, я увидел два варианта селфи-палок для этой камеры. Первый вариант был такой, что камера крепится за крепление, за клипсу, вроде бы как GoPro, крепится на палку, и проводное соединение идет к телефону, телефон находится на небольшом расстоянии, примерно вот здесь. И мы видим, то есть, изображение по проводам, которое передается на телефон. И вроде бы все хорошо. Но, кстати, если кто-то знает, как решить эту проблему, напишите в комментариях. У меня почему-то при подключении даже через переходник телефона к этой камере отключается радиомодуль и отключается радиомикрофон. Не знаю почему. Я пытался не дозвониться, а по чату пообщаться с представителем DJI в Китае на англоязычном сайте. Как-то вот они меня не поняли. Начали задавать непонятные вопросы. Какой микрофон я использую, сторонний микрофон, не сторонний. Какой сторонний, если он из комплекта Creator Combo. И второй вариант был более дорогостоящая палка, селфи-палка. Та стоила порядка 850 рублей с проводом. И родная DJI-евская палка по цене 4500. Дороговато. И все-таки я пришел к решению, что необходимо приобрести именно DJI-евскую палку селфи. Она все-таки родная, она крепится. Сейчас я покажу. Вот она. Она пришла вот в такой вот коробочке. Упакована в китайский воздух, как всегда. Вот видите, она пришла помятая. Слава богу, внутри с ней ничего не случилось. Внутри ничего нет, кроме селфи-палки и инструкции. Кстати, инструкция есть на русском языке.
Вот она, эта инструкция. Ну, не знаю, я ее прочитал. Хочу сказать, что я сначала решил с ней разобраться. Естественно, эту коробку я уже вскрывал, прочитал инструкцию, разобрался со всеми кнопками, так как, посмотрев обзоры, согласно этой селфи-палке, я не нашел в обзорах объяснения назначения вот этих боковых кнопок. Крепится камера на... Это мы сейчас снимем переходник. На салазках, как обычный переходник, въезжает на 8-контактный зажим и закрепляется еще здесь вот этим. Камера сразу включается, на селфи-палке загорается огонек, видно его, зелененький, что как бы этот гаджет работает. Для подключения телефона сюда нам нужно подсоединить к камере радиомодуль. Подключаем радиомодуль. Запускаем на нашем телефоне программу DJI Mimo. Видим подключить. Идет поиск устройства. Устройство найдено. Подключить. Устройство подключено. Мы видим трансляцию с нашей камеры. Устанавливаем телефон в держатель. И получаем вот такую конструкцию. Вот. Все. Мы можем выдвинуть ее на определенное расстояние, менять угол наклона телефона, как нам будет удобно, и управлять уже с кнопок на самой селфи-палке. Вот я включаю запись. Пошла запись. Но запись звука идет на микрофоны, пока что встроенные в камеру. Выключаю запись. Также мы можем здесь регулировать джойстиком наклоны камеры гимбала, вправо-влево. И все это удобно и видно на экране телефона. На большом экране достаточно удобно, все хорошо видно, что именно мы снимаем. Естественно, к такой конструкции нельзя подключить радиомикрофон. Хороший радиомикрофон из комплекта, который бы писал качественный звук. Но здесь есть выход. В этой универсальной ручке есть выход 3,5 джек, который можно подключить проводный микрофон. Мы не можем подключить сюда радиомикрофон, так как радиоканал у нас занят почему-то телефоном. Телефон у нас связывается по Bluetooth, хотя виден и по Wi-Fi. Вот сеть Wi-Fi камеры телефон видит. Почему занят, не связывается по Wi-Fi, я не знаю. Если кто-то знает, напишите в комментариях, буду благодарен. Понятно, что эта конструкция при работающем радиомодуле, при работающей камере будет быстрее сажать родную батарейку камеры. Чтобы избежать неприятностей и не заснять, не прекратить съемку, самый интересный момент, мною была прикуплена вот такая приблуда. Она позиционируется как специальная приблуда для этой камеры. То есть написано, что картинка нарисована, что это Portable Power Bank for DJI Pocket 2. Да, это для нее. Выглядит. Приходит она вот в такой коробочке, но, естественно, в китайском воздухе. Ее я тоже вскрывал, чтобы посмотреть. Выглядит она вот так вот. Там есть инструкция. Русского языка там нет. Это вот такой вот Power Bank, который
заявлен, что он имеет емкость 3200 миллиампер. Супротив, по-моему, 870 в самой камере. Ну, скажу честно, после того, как я его зарядил до полностью, камера у меня была разряжена на, оставалось 42%. Я подключил этот полностью заряженный Powerbank, и она с трудом зарядила его до 100% камеру. Не знаю, может быть, это первая зарядка, может быть, она еще разойдется каким-либо образом. Ну, вот такая неприятность. Производитель Start RC. Ну, Start RC, наверное. Значит, здесь вот такое крепление. Можно крепить для DJI на любое крепление GoPro. Оно снимается, и просто вот как бы Powerbank становится меньше, легче. Подключается к камере. С ним подключенным тоже можно снимать на этой палке. Но тогда у нас будет звук писаться только на встроенные микрофоны. На тыловой и на боковые. А вот этот фронтальный со стороны экранчика, он у нас получается закрыт креплением этой палки. При нажатии на имеющуюся здесь кнопку загораются индикаторы светодиодные, которые показывают, насколько Powerbank заряжен. Но в любом случае, при помощи этого Powerbank, даже если он не будет выдавать свои 3200 мАч, подзарядить камеру, как минимум раз точно можно. Перейдем непосредственно к описанию кнопок. Здесь мы имеем джойстик, который помогает нам перемещать изображение справа налево, слева направо этой камеры. Вверх-вниз, то есть понятно как бы. Есть кнопка, которая переводит камеру в режим с селфи во фронтальный. Это тоже понятно, просто гимбал поворачивается на 180 градусов и снимает либо вас, либо от вас. Функциональная кнопка, при нажатии на которую мы меняем режим снятия видео на режим фото. Вот. Переключилась на фото. Нажимаем еще раз. Переключается в режим видео. Соответственно, здесь мы можем перейти в режим HDR видео, замедление, таймлапс, и прочее. Но эта кнопка не работает тут. Эта кнопка может работать только вот именно в режиме видео-фото. Дальше идет кнопка, обозначенная C1. Эта кнопка, вот она, выполняет переключение между режимами наклона гимбалом. То есть при нажатии на эту кнопку мы переходим либо в режим follow, следования, либо в режим title locket. То есть для того, чтобы камера в горизонтальной оси держала горизонт, а в вертикальной можно перемещать ее сверху вниз, снизу вверх. Мы это продемонстрируем на полевых испытаниях. Вот эти интересные кнопки, которые находятся сбоку, это кнопка переключения режима джойстика. Именно вот этого джойстика. Если она находится в нижнем положении, то джойстик перемещает камеру вправо-влево, вверх-вниз. А если в верхнем положении, то в принципе его можно вращать на 360 градусов, как угодно. Не знаю, насколько полезна будет эта кнопка. Кому-то, может быть, это и нужно, чтобы переместить, допустим, сразу не вверх и вправо, а сразу вправо-вверх. То есть, возможно, полезно. И последняя кнопочка, находящаяся на этой палке, обозначенная C2. Эта кнопка позволяет быстро переключить нашу камеру
допустим, из режима следования, если вы снимали плавно какой-то объект, если вы зажимаете эту кнопку, то она переходит в режим Title Locked. То есть можно продолжать снимать, ну, допустим, какой-то объект снизу вверх или сверху вниз. И тогда как бы все будет снято плавно, хорошо. Ну, просто если мы будем в режиме следования это перемещать, то как бы камера не даст нам это. А если мы зажимаем эту кнопку, то она дает нам снять этот объект сверху вниз, снизу вверх. Ну вот мы рассмотрели функционал кнопок, а теперь пойдем на полевые испытания на природу. Посмотрим, как удобно ли снимать с помощью этой селфи-палки в поле. Итак, друзья, мы на полевых испытаниях вышли на улицу. Слегка крапает дождь, поэтому я спрятался под деревья. Сейчас мы будем тестировать все кнопки, какие есть на этой камере. Вот кнопка включения видео уже сработала. Пробуем кнопку переключения с селфи на фронт. Пожалуйста, кнопочка работает, не надо никуда тянуться. Все хорошо. Мы одним движением пальца перемещаемся от селфи до фронтального получения изображения. Отлично. Ну, переключение фото, видео только если мы выключим сейчас съемку, прекратим, будет переключаться на фото и видео. Ну, смысла нет, вчера было видно, что оно переключается. Теперь режимы. Вот сейчас у меня работает Face Track, ну, то есть она держит меня в фокусе постоянно. Если я буду проворачивать, то Face Track, как бы не хотел, он будет держать меня в центре. Это очень хорошо. Кроме того, когда подключен телефон, можно активировать функцию Active Track. То есть, когда мы снимаем от себя, мы можем выбрать любой объект. На маленьком экране это сделать практически невозможно. Ну вот, я выбрал людей. Ну, если они, конечно, выбрались. Нет, не выбрались, но все равно вот я поворачиваюсь, а камера продолжает снимать в том же направлении. Я поворачивался, ну, практически на 180 градусов. Вот предельный угол написала. Ну, все на этом. Сейчас включен режим Tilt Locked. И вот я поворачиваю по горизонту камеру, она продолжает снимать как бы в горизонте. А, допустим, сверху вниз она позволяет мне снять. Ну, видите, да, вот, допустим, берем вот это дерево и можем его снимать снизу вверх до самого конца. Двойное нажатие на кнопочку C1 разблокирует нам гимбал. И я вот сейчас, вот я пытаюсь опустить, а камера мне не дает снять это дерево снизу вверх, сверху вниз. Ну, там какие-то маленькие совершенно телодвижения. Она так на него и смотрит. Пытаемся зажать кнопочку C2. Нажимаем. И вот результат. Заблокируется опять гимбал. И я могу опять снимать снизу вверх, сверху вниз. При этом в горизонтальной оси горизонт держится. Вот я качаю его, ну, примерно градусов на 90. А изображение получается то же самое. Отпускаю кнопку C2 и уже
не могу снять это дерево сверху вниз и снизу вверх. На самом деле, на мой взгляд, очень удобно. Теперь протестируем джойстик. Джойстик, на мой взгляд, очень резко движется. Ну вот сейчас смотрите сами. Я пытаюсь регулировать. Очень резко перемещается. Ну, наверное, надо просто поплавнее. Вот так вот. Вот мы нашли мое лицо. Перемещаем джойстик чуть вправо. Теперь чуть влево. Ну, это я сильно нажал. Ну, в общем, все хорошо работает. Выбрать можно на большом экране. Все отлично видно. Этот джойстик находится в положении, когда он крутится на 360 градусов. Сейчас попробуем от себя это дело снять. Вот у нас аллея. Вправо, вверх. Ну, как-то снимает, да. Ну и при переводе, понятно, там, где только вверх-вниз, вправо-влево. Вот вверх, вниз, вправо, влево, вверх, ну и вниз. С этим разобрались. Все хорошо. Кстати, палку я держу. Вот палка вытянута на максимальную длину. И я держу ее, ну, практически вот за ручку возле живота. Достаточно широкий обзор сзади меня. А если я еще вытяну руку. Сейчас я возьму себя в кадр. Если я вытяну еще руку, то практически весь я как на ладони. И, на мой взгляд, с палкой прикольнее. Ну, чтобы не мозолил глаза телефон, его можно опустить вот так вот. И тогда совсем все будет хорошо. Вот такая удобная, на мой взгляд, палка. Но собака дорогая. Итак, считаем, что полевые испытания проведены. Все кнопки работают. Все хорошо. Единственное, что вот он как бы не хочет держать меня уверенно в фокусе. Ну, возможно, что расстояние небольшое. Поэтому, ну, держит. Правда, дергается. До новых встреч на моем канале. Приглашайте своих друзей, родственников. Я для всех найду много интересного. Пока.